Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками и нашими встречами с белорусским политическим экспертом Юрием Воскресенским. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, дорогие зрители и слушатели. Спасибо, что смотрите, комментируете, расшариваете и ставите лайки. Друзья, сегодня очень интересный разговор. Начать я предлагаю нетрадиционным образом. В каком плане, да? То есть понятно, что сейчас магистральная линия, встреча в Америке, Рахами Умеров, Буданов в Майами мчат, да? То есть Европа, судя по заявлениям и последним публикациям, уже готова вовсю говорить с Россией. Уже выходят и говорят, нам нужно, в общем, там, сосед Россия, европейская страна, то есть надо как-то вот договариваться. Это очень интересный период. Причем Зеленский вчера заявил, что мы с Соединенными Штатами не на одной стороне. А на какой стороне? Ну, то есть, а на какой стороне Штаты? В общем, очень интересные такие посылы, очень интересное, скажем так, заявление. Я начать хочу с другого. Развертывание войск в Беларуси, внезапное учение. Лукашенко сам будет выбирать, какие части, ну, собственно, посещать. Касается, я так понимаю, всей Беларуси. Боевая готовность, внезапные атаки дронов отрабатываются. В общем, как-то вот Беларусь на фоне таких эмоциональных вещей, которые происходят вокруг российско-украинских договоренностей, ведь Зеленский, который говорит, что да, но, да, или там Россия затягивает, он же что говорит, что в принципе есть шанс, что быстро все закончится. Но если так посмотреть на события военных, которые с военными происходят в Беларуси, то как бы все только начинается и к чему-то готовятся. Как вы видите ситуацию? Действительно ли вот эти там учение внезапное, да, внезапная проверка боеготовности нам о чем-то говорит? Вы знаете, я в эфирах своих, общаясь с вами, с уважаемыми зрителями, давно говорил, что мы готовимся к провокации с украинской стороны. А возможно и с других сторон. Потому что Беларусь вся, за исключением восточной стороны, окружена странами НАТО. Поэтому мы готовимся очень тщательно, очень качественно. Практически более 350 тысяч белорусских мужчин уже прошли обучение на внеплановых сборах. Мы планируем к концу 2026 года довести эту цифру до 500 тысяч. Поэтому, знаете, как говорят, обстановка обязывает, чтобы нам не удивляться в случае и в тот момент, когда украинский режим начнет попытку втянуть Беларусь в этот масштабный региональный конфликт. То, что такая попытка будет, здесь видится с белорусской стороны, это очевидным. Потому что, понимаете, несмотря на всю эту вот риторику о мирном соглашении, стороны, которые хотят договариваться, они ведут немножко себя по-другому. Я вам приведу пример Иран. Могли бы в среду аятоллы казнить 800 этих задержанных протестующих, зачинщиков, которые они обвинили в связи с иностранными спецслужбами и терроризме? Могли бы. Но они услышали призыв американского руководства и решили эту казнь либо отсрочить, либо заменить чем-то другим. А может быть, со временем и американское руководство выкупит этих задержанных погромщиков. Ой, То есть, а как Трамп благодарил Иран, вы представляете? Еще буквально 2 дня назад чуть ли там бомбежки готовились, вторжение, операции, там о сепаратизме говорили, аналитики, о том, что кусок, ну, весь не проглотит, да, любой контингент, все в переполохе соседи, которые союзники США. А вчера, говорит, спасибо, Иран, мы отменили вот эти казни. Ничего себе, это прям, конечно, прям такой очень серьезный показатель. так вот, обратите внимание, Александр, что в случае даже кризисных моментах, даже те люди, которых называют религиозными фанатиками,
Хотя внутри Ирана не все так жестко, как в некоторых странах персидской монархии. Во многом это стереотип. Но даже люди, которых называют религиозными фанатиками, пошли на грамотные абсолютно шаги для снижения эскалации. Украинский режим ни на какие шаги по снижению эскалации не идет. Более того, несмотря на то, что сейчас очень серьезные морозы, несмотря на пострадавшую энергетическую, в том числе инфраструктуру Киева и других городов, украинский режим, если вы обратите внимание, в ежедневном режиме больше 100 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа запускает по гражданским объектам России. Ну, о чем можно говорить? То есть эти люди либо полностью неадекватные, значит, у них все там разложилось от средств, которые они принимают все эти долгие годы, либо у них задача умышленно подливать бензин в огонь. Мы это все видим, мы к этому готовимся. Если вы возьмете Беларусь 5 лет назад и в Беларусь сейчас, вы увидите очевидную эволюцию. У нас уже есть тактическое ядерное оружие. У нас есть ракетный комплекс и ракеты «Орешник». Мы подготовили 350 тысяч резерва и планируем довести эту цифру до 500 тысяч. Мы обновляем наш парк самолетов, получаем новую эскадрилью, например, штурмовых самолетов, сушек из Российской Федерации. И самое главное, вот самое главное, в чем разница между Венесуэлой и Ираном? Почему в Иране не получилось, о чем мы с вами говорили в прошлом эфире, что они обломают зубы, эти мировые гегемоны на Иране? Потому что есть единство основной массы народа. У нас есть целеориентирование, и у нас есть понимание у белорусского народа, кто является врагом. И вот когда есть такое понимание, когда есть идеологические установки, то уже просто так нахрапом эту территорию не возьмешь. Придется очень сильно постараться. Вот, собственно говоря, Да, что Юрий, происходит. смотрите, то есть, ну, параллельно с этим мы видим очень интересный материал в Financial Times о том, что, ну, во-первых, вчера поздно вечером опубликован список Совета по Газе, Совета мира. Трамп главный, ну там поехали Тони Блэр, там вот эти все как бы люди. И есть информация от источников, что некий такой же список, Совет, да, будет сформирован по Украине. Но там очень интересно, если, например, этот ну, огонь в Газе, да, прекратили, ну, понятно, что Израиль продолжает боевые действия там по Ливану, в общем, западный берег, там у него периодически это все возникает. Но вот именно по Газе вроде как прекратили, и вот сейчас вот только-только сформирован какой-то персональный состав. То Украине предлагают, внимание, чтобы там была Россия в этом Совете мира. И все как-то так переполошили, ничего себе, то есть некий Совет мира, Трамп главный, там Европа, НАТО, Украина, Россия, короче, все игроки заинтересованы вот в этом Совете мира. И он должен следить, внимание, за ходом выполнения договоренностей. Зеленский как бы язык стер о том, что это 20 пунктов, он вбрасывает эту историю, мы уже разбирали неоднократно. Почему? Потому что ему непонятно, что в пунктах. Красивая цифра, 20, у всех откладывается, 20 пунктов. Хотя, по сути, ну, эти 20 пунктов приняла только Украина. Даже Европа, которая вроде как поддержала, но все равно, в общем, с очень серьезными оговорками. Короче, этих пунктов нет. 20 они есть только у Украины. Это тот же самый, помните, мирный план или там формула перемоги, как, ну, как были до этого такие же, там, когда саммиты мира в Швейцарии организовывали. Точно такие же пункты, но вот он их упаковывает и как бы проталкивает. Поэтому, наверное, говорит, что мы с Соединенными Штатами на разных берегах. Однако, по большому счету, сейчас же какая идет история? Украина должна получить гарантии и 800 миллиардов еще. Меня вот поражает слово, которое ну как бы на подкорку забрасывают народу украинскому, это типа процветание Украины. То есть
страна, где в столице рвутся трубы, мерзнут старики, где сделали послабление, запустили сервисы такси в комендантский час, чтобы ты мог вызвать такси и поехать в пункт несокрушимости. Ну, это просто анекдот, как, ну, звучит, да, где мерзнут, где без света, где... То есть, а нам говорят процветание, мол, 800 миллиардов, процветание. То есть, два момента: гарантии и, типа, денег дадим для того, чтобы все было хорошо. Такие морковки подвешенные сейчас, но взамен, получается, нужно уступать территории. Петр Павел, какой бы он ни был друг Украины, да, он, как бы они там не говорили, что снаряды, ну, в общем-то, инициатива чешская, оружие, там, туда-сюда, он вышел и сказал: все, ну, то есть, без уступок не получится. То есть, и Совет мира, где есть Россия. То есть, у нас есть уже такой, он туманный, но образ завершения войны, который вот по-настоящему, ну, прикрывает, по большому счету, капитуляцию от тех целей и задач, которые Зеленский сам заявлял еще там месяц назад, полтора месяца назад, полгода назад. Как это обставят на Банковой? И что вы думаете по поводу этой интересной инициативы? Да, ну, заведут каких-то россиян туда, дипломатов или не дипломатов, не знаю, военных или, ну, просто каких-то политиков, там, Медведева, например, в Совет мира. Неважно, неважно, кто там будет. Главное, что там же Трамп главный. Вы знаете, тут вопрос ваш состоит из ряда вопросов, из ряда тезисов. Ну, начнем с председателя предполагаемого Совета мира. Несмотря на то, что Трамп первую половину 2025 года начинал и показывал себя все-таки как очень вдумчивого американского политика, в конце года произошло что-то невероятное. Человек скурвился, и тут вспоминаются стихи Варлама Шаламова: «Кум докушал огурец и закончил с мукою. Оказался наш отец не отцом, а сукою». Это касаемо председателя Совета мира. Теперь про суть Совета мира. Ну, мы помним фонд мира, Европейский фонд мира, который ежеквартально выделял большие суммы на финансирование войны в Украине. И мы помним Нобелевскую премию мира и всех лауреатов, в том числе венесуэльскую, которая даже на речи вручения призвала бомбить Венесуэлу, вот, и, значит, попытаться свергнуть власть неконституционным путем. Поэтому все вот эти Советы мира – это фикция для того, чтобы продолжить войну через своего проксика, только, может быть, не в горячей, а в другой, холодной фазе, испытывая новые формы, в том числе идеологического оружия. Дело в том, что руководство Украины прекрасно понимает, как завершить конфликт. И для этого завершения помощь европейцев не нужна. Это, извините, как бы вас ни подстрекали европейцы, не выделяли деньги, это не они палят книги, закрывают церковь, запрещают разговаривать на родном языке, обирают украинский народ, продают недра, принадлежащие многим поколениям украинского народа. Это все делают не они. Это все делает украинская власть. Вот так же при наличии политической воли у этих людей, или человекообразных, уже тяжело называть их людьми, при наличии политической воли специальную военную операцию можно завершить очень быстро. Дело в том, что суть Совета мира, предлагаемого Трампом, она вообще непонятна. Но Россия четко обозначила: все территории будут освобождены. Если 4, 3, 2 года назад кто-то еще хихикал, сейчас посмотрите, на Донецком направлении что у нас осталось? Четырехградие, так называемое. Причем в один из этих 4 городов, Константиновка, уже прямо сейчас, прямо в эти минуты, героическая российская армия, многонациональная и добровольцы инфильтруются в этот город.
То есть все уже понятно и очевидно, что к концу 26 года, видимо, с этим четырехградием, а может и раньше, будет покончено. Та же история по Запорожью. После того, когда выйдут на границы Запорожской и Донецкой областей, уже приступят к форсированию Днепра и к Херсонской операции. Скорее всего, это 27 год. Соответственно, а что будет решать Совет мира? Что он будет решать? Это очередная ширма для отмывки каких-то денег? Сейчас Совет мира, вот если отбросить в сторону идеологическую какую-то, идеологические противоречия, сейчас Совет мира – это Верховная Рада Украины. Пожалуйста, пожалуйста, не Так, так, зложите так, а ну, Зеленского, смотрите, а ну разложите эту возьмите, мысль, потому что сейчас там бурное да, событие происходит. Если честно, какое-то лютое позорище. Я делился вчера в прямом эфире этим мнением. Это позор просто. Ну, смотрите, еще раз, я постоянно к этому апеллирую, извините, ну уж так как есть, да, потому что Украина находится в бедственном положении. По энергетике, по теплу, морозы влупили, сейчас там показали эти вагоны Укрзалезницы, да, которые не отапливаются, и люди смотрят, думают, да елки-палки, да, то есть кто-то вспоминает кирпу, кто-то еще кого-то вспоминает, как там крали, как воровали, как отмывали, но хотя бы ну, такого не было. То есть, еще раз, Украина страна, которая, ну, у которой зашиты эти морозы. Все понимают, что такое зима, ну, по крайней мере, до этих моментов, да, что такое энергетика, как сделать так. Оно не бог весть какое, но тем не менее, в принципе, у нас такая полоса, которая эти морозы, ну, они преодолимы. То есть, да, сейчас просто период такой, я помню, там был юный, да, например, лупили нормально, 20 это было хорошо, то есть, а сейчас катастрофа, понимаете? То есть, и чистят снег, и все как бы, все как бы должно работать, функционировать. Это есть бумаги, протоколы, есть инструкции, то есть, это же такое ощущение, а у нас такое ощущение, что все профукали, и все начинают сначала, и замерзают как бы, поезда. Я постоянно к этому апеллирую. Почему? Потому что, казалось бы, такая вот важная вещь. Выходит Шмыгаль, говорит ни одной станции, новый министр обороны, новый министр энергетики после министра обороны, говорит, ни одной станции нет не пораженной, мы там прикручиваем свет, освещение уличное, там каникулы до 1 февраля, ну вот как какие-то такие, да, меры, очень и очень такие горчичники во время какой-то тяжелой болезни прикладывает, и вот послабляем комендантский час. Я почему к этому апеллирую? Потому что его слушали в парламенте там 5-7 человек. То есть никого не было. Все внимание приковано было к Тимошенко и ее суду. Понимаете? А люди смотрят, говорят, ребята, ладно, там Тимошенко, эти там 40 тысяч долларов, 4 пачки, понятно. Так а нам что делать? А вот это отношение депутатов, слуг народа к своим хозяевам, к народу, понимаете? То есть тут выходит министр энергетики, говорит, как будем справляться, а надо принимать экстраординарное кризисное решение. А его депутаты не слушают. Сидит одна там в плохой форме безуглая, задолбалась уже и выглядит, и говорит плохо. Ну, видимо, давление, перепады. И все, и как бы и никто его не слушает. Понимаете, а вы говорите, парламент Совет мира. Так этот Совет мира ушел, там пустые кресла. тут, Александр, я говорю, что парламент, если захочет, вот принципиальная оговорка, если захочет, может стать Советом мира, и не нужны никакие многоступенчатые структуры из представителей разных стран. Если захочет парламент, у него есть все конституционные полномочия для того, чтобы не сложить режим Зеленского, взять власть в свои руки. Этот парламент в этом составе этого, понятно, очевидно, не захочет. Но даже вот касаемо всех этих ударов, всей этой инфраструктуры, понятно, что за 30 лет никто там ничего не обновлял, как положено обновлять. Украинцы же сами расхищали свою страну. Это потом уже, значит, в какой-то мифологии у них расхищают россияне, там, европейцы, еще кто-то. Нет, воровали вы сами. И откаты брали вы сами. И продолжаете брать, мародерствовать, в том числе обирая украинских военнослужащих. Но, значит,
понятно, вся эта инфраструктура, ее надо было обновлять, но есть и другой рецепт, гораздо более простой. Вот наверняка нас слушают некоторые депутаты из Верховной Рады. Значит, рецепт этот простой. Украинская власть прекращает бить по гражданской инфраструктуре России и обращается с призывом остановить удары по своей инфраструктуре. Вот и все. Но понимаете, когда каждый день летят дроны самолетного типа во всех направлениях, когда каждый день взрываются гражданские автомобили и гибнут люди в Курщине, в Белгородчине, в Воронежщине, о чем можно говорить? Просто российская армия, командование вынуждено отвечать, вынуждено, значит, выносить инфраструктуру врага. Особенно в Киеве, потому что в Киеве и в Киевской области сосредоточено более 50% валового регионального продукта, вырабатываемого украинской экономикой. Поэтому мы, и не только мы, и другие эксперты в вашем эфире говорили, если есть возможность, уезжайте. Так это договорил даже господин Кличко. Уезжайте куда-то в деревню, там хоть есть дрова, можно как-то оттопить свое помещение. Вот что происходит. Поэтому если бы Рада захотела, она бы и стала самой Советом мира, предложив прямые переговоры и предложив варианты грамотные, которые, например, предложили американцам или не предложили, а сделали дистанционно иранские аятоллы. То есть люди очень мудрые и грамотные. Вместо этого эти гопники со значками, они продолжают, значит, свою выполнять миссию, часто не понимая этого, по геноциду и развалу украинского государства, геноциду украинского народа. В этой ситуации, конечно, всем нам прежде всего жалко гражданское население. Гражданское население. Но, к сожалению, в войне невозможно воевать исключительно выборочно. Гражданское население должно понять, что часть инфраструктуры, а может даже 70%, которая сосредоточена в Киеве и Киевской области, идут на производство военное, на, значит, снабжение вооруженных сил Украины. Нет, Поэтому ну, эту инфраструктуру будут безусловно, выносить тут, дальше. тут ГБР накрыли одного деятеля, 549 этих дронов, какие-то там сколько-то 85, по-моему, килограмм взрывчатки для сбросов дома и денег. То есть он продает эти дроны. То есть это просто какая-то мелкая история. А представьте, там вот эти Притулы, Стерненки, все остальные. То есть он их продает. Кому, как, ну сейчас выясняют. Понятно, что не говорят, то ли за рубеж, то ли внутри страны. То есть это и все так смотрят, думают, ну дрон или какая-нибудь там, какой-нибудь снаряд может вытачиваться в соседнем подъезде. То есть все это видят и понимают. Но все-таки про парламент невозможно обойти тему Тимошенко. Ох, как она сейчас выступает. Говорит, эксперимент по как бы лишению суверенитета мирового уровня. Фашизм фактически, режим фашистский. И я, говорит, там же какой разговор? То есть ей назначили браслет, подцепили и 50 миллионов залога, да? Хочешь снять браслет, да, ну, заплати залог. Ну, там 50 миллионов просила прокуратура, 33 вроде как сошлись, да, 33 миллиона. Она говорит, денег нет, так у тебя же есть, вот смотри в декларации. А там еще 4 миллиона компенсации за то, что она пострадала от Януковича, долларов. А те говорят, ну, смотрите, деньги-то вроде как есть в декларации, но я их раздала, там, дочка бизнесует и так далее, то есть поэтому у меня нет. Короче, будут судиться, продолжать, но это все сопровождается какой-то такой очень интересная риторика. Ей говорят, ты уедешь, поэтому такой залог и браслет. А говорит, я никуда не уеду, я буду здесь до тех пор, пока не освободят от этого фактически режима фашистского. А тут сразу возникает вопрос, не освободит кто от фашистского режима? То есть она Ну да. получается ждун? Она не просто ждун, она заговорила словами
уважаемых Маргариты Симоньян и Марии Захаровой. Оказывается, в Украине фашистский режим. Люди добрые, посмотрите. Но, вы знаете, это же вопрос надо рассматривать через другую призму. И вы прекрасно понимаете, через какую. Вот у вас один эксперт, да, очень уважаемый в отдельных ограниченных кругах, рассказывал про то, как Залужный выигрывает в одну калитку. Я это все, извините, вспоминаю, потому что, ну, такую глупость можно сказать, только не обладая никакими знаниями в области политики. Вот. Значит, ну что, как вам калитка с Залужным? Смотрите, что произошло. Порошенко дискредитирован. Значит, сидит, не рыпается, бледный весь, ходит на заседание Рады, не отсвечивает. Да, и Тимошенко. говорит, никаких выборов, надо заниматься армией, мовой и вступлением в ЕС и НАТО. Это тоже парадокс. Да, Тимошенко – это известная бабушка украинской коррупции. Вот была такая Брешка Брешковская, бабушка украинской революции. Это бабушка украинской коррупции. На ней режим Зеленского поставил крест. Все, это, кстати, для политика очень печально, потому что что-то другое, личное, там скандалы, семейные, да, там разборки, вот, значит, это все могут простить, в том числе европейские партнеры. После такого уже, извините, ни премию Сахарова, ни, значит, Нобелевскую премию мира, ни какие-то приемы на серьезных мероприятиях, где присутствует европейская элита, ей не видать. Все. Если ты замазался в воровстве, и это все, понимаете, очевидно, доказуемого, по крайней мере. Она не сказала-то она, что это не я, но мы же увидим это все в рамках суда экспертизы. Я предполагаю, что это только один разговор. Потому что, зная, как работают правоохранительные органы, вы прекрасно понимаете, наши уважаемые зрители, что на базе одного разговора никто никого не берет. Скорее всего, это серия пленок, разговоров и так далее. Поэтому с Тимошенко покончено, как с политиком. Как бы она ни кричала, ни крутилась, ни пошла в атаку, конечно, это может быть даже грамотно, лучшая защита – это нападение, но с ней покончено. Значит, с Будановым и его рейтингом в 15% покончено. Он стал главой офиса президента. Кто у нас остается? Кличко. Но вы слышали риторику Зеленского, что, оказывается, везде справляются в регионах с проблемами, кроме Киева. Правда, он забыл упомянуть, что Киев больше всего и выносит. Поэтому ни Кличко, ни Иванов, ни Петров бы, ни сам Зеленский не справился бы с этими всеми проблемами. Но Кличко будет дискредитирован по итогу зимнего отопительного периода. Назовем это так. И остается у нас один-одинешенек, без союзников. Понимаете, здесь очень тонкий момент политологический. Я как 30 лет в этом деле всегда понимаю. Одно дело, один в поле не воин. И если бы Залужный объединился, пусть даже во втором каком-нибудь туре, да, с такими союзниками, как Тимошенко, Кличко, Порошенко, он бы имел очень серьезные результаты. Теперь у него нет союзников вообще. Я надеюсь, он это понимает. Кроме того, упоротые украинские нацисты пошли в атаку и сказали, что это он именно провалил контрнаступ. Это еще не начиналась кампания. А когда кампания начнется, это будет с каждого утюгателя марафона вещать. Поэтому от Залужного останется, значит, социологическая погрешность. Я думаю, что он сам понимает. Недавно прибыл в Киев. Возможно, Зеленский ему это все на пальцах объяснил. Ну и вдобавок предложил какую-нибудь флешку, на которой 100 000 ворованных, значит, с европейской или американской помощи долларов. Поэтому посмотрим, вообще ли пойдет Залужный на выборах. Погодите, Таким образом, это все весь делается вопрос чтобы, решился. для того, чтобы Зеленский сам пошел в одну калитку, безальтернативно победил. Конечно, у него вариантов нет, он смертник и политический, и физический. Потому что любой человек, который придет, даже самый-самый, значит, русофоб и ненавистник, когда, если он будет расследовать преступления, которые совершили
вот это, значит, организованное преступное сообщество Зеленского, он будет просто обязан их всех посадить, приговорить на длительные сроки заключения. Это просто очевидно. Поэтому это человек с уникальным тоже политическим чутьем. Это политическое животное. Он не отдаст власть. Он не отдаст власть даже после второго срока. Это вангую вам на будущее, если вдруг он до него дотянет. Он никуда не собирается уходить. Все, он решил, что он мессия, он выбрал эту миссию, быть между Бандерой, Петлюрой и Мазепой. В этом и есть самая главная проблема для Украины. В общем-то, это сказал и старина Трамп на этой неделе, что препятствием, оказывается, к миру является Зеленский. Соответственно, пока Зеленский не будет низложен, никакого мира не будет. Даже если подпишут какую-нибудь фиговую бумажку, вспомните, сколько во время АТО подписывали этих перемирий и режимов прекращения огня. Вот что будет. И этот вопрос должен решать украинский народ и украинский политический класс. Так, За вас его никто не решит. ну Ни смотрите, европейцы, Тимошенко, ни кто-то другой. Тимошенко, это же украинский народ и политический класс. Вот как его, как решить этот вопрос? Украинский... Я вообще, если честно, думаю, что это, конечно, такая... Ну, тут два варианта. Или это большая ошибка, или это какая-то такая спланированная игра. Тут ходят шутки по соцсетям, что перед любым переворотом есть такая добрая украинская традиция сажать Тимошенко. Ну, то есть, перед любым Майданом, то есть, хорошая традиция украинская. Надо Тимошенко посадить. Так это или кто-то играет, у кого-то, собственно, такая, ну, такая, как марионетки, да, вот у всех в руках, да, у какого-то кукловода. Или кто-то просто, наоборот, разрушает. То есть, ведь Тимошенко в своем пылу защиты себя... А это уже, смотрите, меня тут критикуют некоторые эксперты, и все остальные говорят, когда вот эти 40 тысяч долларов, я, там, комментируем с экспертами, с разными, они говорят, ну, подожди, это много, говорят, это же деньги, это все-таки, это принесли, это там, вот. То есть, а я говорю, что, ребята, посмотрите, это же Тимошенко, где 40 тысяч? Она была газовой королевой, она была пятым человеком в СНГ в свое время по активам, по богатству. Она руководила, она воротила, когда газ был, когда шел, вот эта вся история с Ющенко. Она почему с Ющенко тогда они горшки побили, и она в Москву полетела? Потому что это деньги. То есть, давайте, еще это тот доллар, то есть тот курс доллара. Там просто не... А тут какие-то... Конечно, это унижение. Коломойские посмеются, там тихонько специальное видео сделали, но он прав. Эти 40 тысяч для нее это, не знаю, это как булка хлеба, это унижение. Это, во-первых, подстава, во-вторых, это специально унизить ее лично. Там есть одна ахметовская депутат, у него там буймистер, она сразу раз такая, типа демонстративно вышла, но она была бывшая слуга, она уже раз перебегала, поэтому тут, вроде как пока держится вокруг Тимошенко, вокруг, ее эта фракция. Хотя всех на них смотрят и говорят, так что вы, получается, по десятке голосуете, за зарплату по десятке голосуете. Это дискредитация серьезная, я согласен. Но это кто-то сделал для того, чтобы в порыве этого гнева Тимошенко же может разнести всех и вся. Она может прям Жанной Дарк предстать в этом ключе. То есть кто-то, значит, готовит вот этот Майдан, который, да, перед которым украинцы любят сажать Тимошенко. Я думаю, что предположение о том, что Тимошенко может в будущем сыграть какую-то роль в украинской политике, они, мягко говоря, завышены. Вы понимаете, тут же вопрос не в сумме. Действительно, по сумме понятно, что Тимошенко наверняка, я не буду это утверждать, не видел ее счета, но наверняка она обокрала украинский народ и украинское государство на сотни миллионов долларов. Потому что если Лазаренко вывел 200 000, по-моему, долларов, а она задержалась чуть дольше, чем Лазаренко в украинской политике, и в том числе на посту премьера, то, наверное, она, значит, и посту руководителя фракции, наверное, она это состояние
гораздо у нее больше, чем у Лазаренко, и она его приумножила. Поэтому первый ответ на ваш вопрос, действительно, сумма маленькая. Но, понимаете, Александр, вопрос не в сумме. За такие преступления в США садят на пожизненное заключение. Там есть гигантские сроки за лоббизм вне лоббистских структур, мимо кассы, и за инсайдерскую информацию. А тут вы представляете, если поймали кого-то, кто подкупал сенаторов? Неважно, 10 тысяч, брикет он дал ему 4. Все. Поэтому первое, касаемо суммы. Да, эта сумма маловата для Тимошенко, она измельчала, но это уголовное преступление. Второе, это конец политической карьеры. Потому что избиратель может просить все, что угодно. Любовники, любовницы, пьяные драки, значит, нерадивые дети. Но воровство, особенно в военное время, это считается в виде мародерства. А тут еще украинцы узнали, что она, оказывается, получила, как страдающая от режима Януковича, 4 миллиона долларов. Вообще никто этого не понял. Ну, не то, что не понял. Да, и каждый украинец подумал, так и я страдал от Януковича для себя, сам себя, так и мне хотя бы там какой брикет прислали бы. Поэтому я утверждаю, что с политической карьерой у Юлии Владимировны закончено. Это дурно пахнущий политический труп. Вопрос, кто это все организовал, с учетом того, что все-таки НАБУ и САП не подчиняются Зеленскому, а подчиняются ФБР. Вот. И, конечно, здесь видна рука, незримая рука очень профессионального игрока. Очень профессионального. Потому что шаг за шагом, месяц за месяцем в украинском политическом классе возникают такие серьезные скандалы, которые бьют по всему классу в целом. Ведь это ж не только Юлия Владимировна дискредитирована. Значит, это же дискредитированы все депутаты, потому что подумали все украинцы? Так они ж мерзавцы, все десятку берут в месяц. Тем более, что до этого эти слухи ходили, и какой-то даже депутат говорил об этом, потом он, по-моему, умер. Вот. Значит, и украинцы сидят, так это ж они все воры. Они же все кровопийцы. Вот. А если украинский народ разозлится, то его ничто не остановит, как и русскую армию. Поэтому игра здесь есть очевидно. Скорее всего, игра внешнего игрока, но она идет на пользу внутреннему, Зеленскому, о чем я говорил. Зеленскому эта ситуация чистый мед. Потому что, кстати, Тимошенко, она ж не была в списке террористов и экстремистов, как был тот же Порошенко, Залужный или Буданов. Соответственно, некоторые политологи предполагали, так а может она стать какой-то компромиссной фигурой. Значит, компромиссной фигурой, дорогие друзья, может стать только человек, который будет строить суверенную Украину на принципах внутреннего гражданского мира, инклюзивности, толерантности и ровных добрососедских отношений с Россией и Белоруссией. Все. Если его будет фамилия не Тимошенко, значит, Федоров, к примеру, значит, этот кандидат будет устраивать Россию и Беларусь. По действиям судят, а не по словам. Больше по словам, после того, что произошло, никто судить не будет. Поэтому вы сказали, а что там украинский политический класс? Да, он разложен, он полностью коррумпирован. Но, понимаете, никогда не поздно взяться за голову. Ну, ребят, вы ж наворовали деньги, вы ж вывели туда на Запад, вы ж все купили, что хотели. Ну, ладно уже, простим это все. Ну, украинский народ это пусть прощает, да? Ну, наверное, простит. Потому что у народа-то любого, и украинского, белорусского, и российского, память очень короткая, к сожалению. Но дальше-то что-то надо делать. Вы что, хотите сказать, что Украина еще год, два, три выдержит эту войну? Вот. Россия ее выдержит. А вот Украина, и даже со всей поддержкой коллективного Запада, я сомневаюсь. С учетом того, что даже по официальным данным украинского режима 2 миллиона человек, значит, в бегах. 2 миллиона, они сказали. Значит, мы раньше оперировали другой цифрой, порядка 5 миллионов.
Ну, правильно, 5 миллионов это только в Россию убежало, там же и женщины, и дети, и старики, и так далее. А 2 миллиона уголовные дела. То есть, украинский народ уже проголосовал. Не надо никакого выборов и референдума. Он голосует ногами. Ногами. И это самый лучший индикатор того, что надо в украинской политике что-то менять. Раз 2 миллиона под уголовными делами, значит, надо что-то менять. Это и есть народное голосование. Vox Populi. По поводу мира, да, как такового. Как думаете, Арахамия, Умеров и Буданов едут в Майами, ну вот это очередная как бы сессия встреч, да, с американской стороной, финализировать все? И мы же сейчас в ожидании, ну так глобально, то есть там, если так посмотреть вот эту, ну эту челночную вот эту историю, да, с дипломатией, если так на нее посмотреть, то сейчас же у нас ну, на повестке дня по графику визит Кушнера и Уиткофа в Москву. Вместо этого мы видим какое-то брожение в Европе, людей туда пытаются направить. Там Столтенберг, помните еще такого, да? Говорит, Россия сосед, Мерц говорит, европейская страна. Короче, ну, британцы против. И сейчас вот тоже, если взять анализ, чисто такой технический, то, как говорит Зеленский, риторически, да, он говорит слово в слово с британцами, ну, один в один. Мне, если честно, даже показалось, он где-то даже прощается с британским. Сейчас у него какая-то новая мода, приезжают его партнеры, гости, что Петр Павел, что вот этот Лемми, что Кристалина Георгиева. А он как делает? Они берут видеоряд встречи, где они там обнимаются, говорят по два слова, и он начитывает текст по... Ну, то есть, опять, страна в войне, ужас, режим чрезвычайной ситуации. Все это происходит. А он начиткой занимается, да, он встречается со Стерненками, Притулами, Залужными, всякими Кубраковыми, Кулебами, просто встречается, типа, а поговорить, да, и это фотографируют. То есть он встречается с замом Кира Стармера, с европейцами и, ну, другими. То есть так просто прикинуть, посмотреть на его день, да, то есть как он себя ведет. То есть он находит время на абсолютно совершенно другие вещи, которые, ну, очень косвенно влияют на процесс. Это я к чему? Это я к тому, что, то есть собственно, какая миссия, да, возложена вот сейчас на вот эту троицу, три богатыря, Умеров, Арахамия и Буданов. Только ли два момента гарантии и 800 миллиардов на процветание? Если это так, ну, простите, это не предмет разговора. Столько раз мотаться в Америку, столько раз встречаться в Европе. И Кушнер и Уитков не просто так в Москву не едут, понимаете? То есть мы же вот смотрим на эти все челночные бега, а вот же главный момент. Они едут не просто, они, значит, вытряхивают из Украины плюс-минус то, что можно отвезти в Москву. Вот как вы смотрите на этот переговорный процесс? Вы знаете, я смотрю на этот процесс не политологически. Ну, во-первых, наверное, это все-таки не три богатыря, а трус, балбес и бывалый. Трус – это, понятно, гражданин США Умеров, вот, балбес – это Буданов, но бывалый – это известный жулик Арахамия. Наверное, они туда поехали просто хорошо покушать в Мар-а-Лаго, какие-то вопросики порешать, может быть, выбить какие-то преференции очередные для украинского режима. Но абсолютно очевидно, что туда ехать смысла никакого нет. Вы должны ехать в Москву, если вы хотите остановить войну. В Москву. Вот берется самолет со Стамбула и летится, вот эти трус-балбесы бывалые едут в Москву. И вот тогда будут подвижки. То, что они там посидят, покушают омаров и посмотрят на богатый американский истеблишмент, никакой пользы украинскому народу не принесет. Вот это самая главная характеристика вот этого всего визита. Потому что
Ну, хорошо, вот давайте обсуждать моменты. Вот они касаемы территориальных уступок. Украинская сторона говорит, не, мы на них не идем. Ну, хорошо, не идите. Не идите. Посмотрите на карту начала 25 года, теперь посмотрите на карту 26 года. До этого посмотрите на карту 24-23 года. Понятно, что будет на карте 27 года? Ну, любому человеку, наверное, понятно. Дальше, кроме территориальных, значит, идеологические моменты. Вы будете прекращать украинцев преследовать за разговор на родном русском языке? А на нем говорят, слушайте, да, тут же момент, вы же видели? Эти все воришки, которые на мове кричат в радио, они же все на русском языке говорят. Причем с такими сочными оборотами. Слушайте, ну так зачем вы тогда заставляете людей в это динамичное наше время, когда все равно будут все эти языки отмирать, и все равно будет группироваться вокруг 10-20 языков. Понимаете? Так же вот как территории будут кучковаться, потому что идет процесс регионализации, так же и языки будут, значит, исчезать. Так зачем вы этой ерундой занимаетесь, запрещаете своим гражданам вплоть до уголовного преследования разговаривать на языке, нарушая собственную конституцию? Вот, то есть вопрос идеологический, вопрос по церкви. Вы вернете более 7 тысяч храмов назад? Нет, не вернете. Все, вот и все. Вот пробежались по вопросам. Ладно, да, хорошо, ладно, закрываем на это все глаза. Базы вы будете устанавливать? Будем. Вот так же Макрон уже подписал, Стармер и Зеленский. Уже все, документ есть официальный, что они будут базы размещать. Неважно, сколько там тысяч, понимаете, на первом этапе 15, а на втором может быть 1,5 миллиона Нет, или подождите, это все 150 как тысяч. бы намерение, это неофициальный документ, потом как Нет, так эти же выяснилось. все намерения, они не приближают мир, они отдаляют. Вот мир на горизонте появляется, а они все говорят, украинский политический класс, чур меня, шторки закрывают, понимаете, отгоняют, самолеты, значит, запускают, чтобы облака не развеять, а наоборот в кучку свести. То есть они все делают, чтобы никакое мирное соглашение по факту не было подписано. Поэтому этот их визит в США – это просто развлекательная поездка. Очередная развлекательная поездка за счет денег и жизни украинского народа. Вот и все. Мы же сколько, и мы, эксперты все в вашем эфире, рассказывали, подсказывали этим дурням, простите, как надо действовать. Но они не действуют так. Значит, они либо на самом деле дурни, но, скорее всего, второй вариант. Они все это делают умышленно. А если, я подвожу вас к выводу, украинский политический класс разложен, дискредитирован и не в состоянии взять на себя ответственность за будущее страны, то эту ответственность возьмут другие. Либо люди, которые вернутся с фронта, которые называются украинскими военнослужащими, либо русская армия. Вот и все. Другого варианта я не вижу. Как вы считаете? Смотрите, ну опять-таки, а ну надо русской армии. Ну, так вот, если разобраться, понимаете, тут тоже как бы война это длинная, война это... Опять-таки, мы же говорим, вот это вот просто формулировка, да, вот это русская армия, или, например, ВСУ. Так это те же самые люди из костей и мяса. Это у нас там Федоров пришел с этими, сейчас будем эти роботами воевать, да? На самом-то деле это тоже все люди, это судьбы, это человеческие какие-то, это выброшенные годы. Ведь вы тоже не можете не согласиться, что это выброшенные годы. Нет, сейчас, конечно, расскажут, напишут в комментариях, что это вот зато там орешники, зато вот это вот все, там ВПК, дроны, модернизация. Безусловно, это, конечно, важно, да, то есть, опять-таки, тут же это психологический прием. Берем листочек, делим на две части, и что дала эта война, и что эта война забрала, понимаете? Там единение, патриотизм. Можно написать там по 10 штук и туда, и в один, и в другой столбик. Но по большому-то счету это отбрасывает
вот эту территорию, регион, страны в своем развитии отбрасывает далеко, в то время как, ну, образно, сейчас вовсю там Америка, Марс, ну, но пока на уровне риторики, но тем не менее деньги под это выделяются. Марс осваивает, там всякие пытается вживить чипы в мозг, вот это вот, да, для того, чтобы пользоваться компьютерами, там какими-то вещами, там зубы уже научились корейцы выращивать, да, вот эта технология. То есть это все идет вперед. А Украина и Россия, да, вместе там, и сейчас Европу это тянут, а они тоже отстают серьезно по этим технологиям. А их говорят, давай дрон делать, который классный. А почему он классный? Потому что он летит и сбрасывает какую-то там фугасную бомбу. То есть это абсолютно, если мы так глобально посмотрим на вещи, это абсолютное перераспределение мира. Ну, то есть здесь что? Горячая точка. Скажите, вы очень сильно верите о том, что будет какой-то технологический или цивилизационный или по уровню жизни прорыв в Сирии? Вот этот вот Джулани, который сейчас он вчера подписал, там документ, он там называется их, о том, что курды, короче, это сирийцы. Ну, я коротко. В общем, часть неотъемлемая. Курды, которых они маринуют, понимаете, которых они, ну, как бы истребляют. Курды, это типа сирийцы. Зачем это нужен этот документ? Ну, для проформы, потому что они с Турцией решают этот вопрос Курдистана, и, собственно, сейчас они пойдут на Ирак еще, там очень интересный момент. Я почему его привожу в пример? Потому что там не будет жизни, там не будет развития. Европа доедает то, что есть сейчас, потому что нет энергетики. Америка закрутила интересную игру. Сейчас выходят с такими речами, там эти Миллер этот, который говорит, Дания маленькая страна, у нее нет армии, поэтому она не может контролировать Гренландию. А кто может контролировать и защитить территорию, тот должен ей владеть. Все, шах и мат. Как тебе такое, Илон Маск? Ну, то есть вот такой миропорядок теперь. Но я хотел бы, чтобы в финале нашего эфира, вот как бы переходя на этот глобальный уровень, вы прокомментировали очень интересную пощечину Китая. Трампу. Китая, который, ну, как бы его же выбросили из Венесуэлы. Все же торжествуют на разных там YouTube-каналах, какие-то эксперты, политологи и так далее. Да, вроде как говорят, что Россия и Китай. Почему Россия и Китай? Потому что кулуарно, за кулисами не дали Трампу, собственно, Иран, да, добивать или вторгаться, или начинать там поджигать Ближний Восток, потому что Путин созвонился с Нетаньяху и иранским президентом, и Китай тоже резко выступал, и дали там эти глушилки для Старлинка, короче, то есть они отыграли свою роль в Иране. Но сейчас же Иран, точнее, и Китай пошел в наступление. Он поехал в Канаду, где точно такая же нефть, где точно такие же претензии территориальные Трампа. И причем так смотришь, о них рапс, без виз, ну там в перспективе, да, Китай, Канада без виз, электромобили. То есть это же просто что-то, ну, как бы невообразимое. Пока, собственно, там начинают вот это хороводы водить вокруг куска ледника, который называется Гренландия, а Канада с Китаем делает вот такой поворот. То есть они зашли, то есть они с одной стороны, типа, это наш задний двор, так они к вам вот уже под кровать практически зашли, эти китайцы. Причем с экономическими инициативами. То, что очень болезненно для Трампа. Потому что, образно, если Трамп возьмет, ну, когда возьмет Гренландию, то Канада останется как бы, да, в анклав такой своеобразный. Ей никуда не деться, ей нужно тоже присоединяться. Тушкой или чучелом к Америке. Но у них появился Китай. На ваш вопрос или рассуждение можно отвечать долго, постараюсь лаконично. Кстати, вы в курсе, что в Сирии запрещено упоминать имя Аль-Джулани? Не было уже такого. Всех журналистов, которые приезжают в Сирию, говорят, что, значит, в случае, если вы упомянете Аль-Джулани, будете высланы. Есть только новый демократический лидер сирийского народа Аш-Шара. Вот. Поэтому это вопрос касаемый Сирии.
Второй вопрос. Ну, конечно, война истощает все стороны. И поверьте, Беларусь страдает с экономической точки зрения тоже очень серьезно, потому что даже во времена безумного Порошенко у нас с Украиной был товарооборот 7 миллиардов долларов. Причем плюсовой-то оборот, сальдо было положительное в пользу Беларуси. Ну, конечно, наши неудобства несравнимы с болью и трагедией русского и украинских народов, которые мы сейчас наблюдаем. Ну, что можно сказать? Ну, англосаксы добились своего. Слушайте, результат на карте. Сначала Союз развалили, потом Россию втянули во все региональные конфликты, потом поссорили наших два-три братских народа. Да, они пока добиваются своих целей. Но генеральное сражение еще не проиграно. Дело в том, что они-то и подожгли Украину, потому что в рамках генерального сражения начал формироваться новый облик мира. Страны глобального юга начали объединяться. И объединились до такой степени, что сосредоточили в своих руках более 40% мировой торговли. Доллар впервые в истории значит, потерял очень значительное число и впервые в истории упал ниже 50% в качестве резервной валюты нацбанков. Это очень серьезный вопрос, если кто-то не понимает, потому что США это сейчас колос на глиняных ногах. И если эта тенденция продолжится, да, кстати, и в международных расчетах, он местами доходил, этот процент использования долларов, до 80, 85, 88%. Сейчас это тоже ниже 50%, понимаете? То есть формируется новое, перераспределяется после вот этого триединого геополитического устройства Россия, СССР и Китай. Сейчас формируется новое. Какое оно будет, еще непонятно. Захочет ли в этом мироустройстве отдельную роль занять Европа, или они по-прежнему предпочтут быть задним двором. И вот здесь есть очень хорошие столетней давности слова итальянского теоретика коммунизма Антонио Грамши, который в своих письмах из тюрьмы 30-х годов, это его произведение, он написал такую интересную фразу. Очень проницательно, я бы сказал, написал. Когда старый мир умирает, а рождается новый, наступает время чудовищ. И вот смотрите, вот то, что мы сейчас наблюдаем, постоянно в состоянии поднятых волос, эпоха постправды, да, террорист это уже лидер демократического мира, да, а хороший политик это уже террорист и так далее. Это все эпоха постправды, это все эпоха чудовищ, в которой нам выпало жить. К сожалению, вот все наше уже поколение, ближайшие 20 лет будут жить в условиях этой турбулентности. Мы не можем выйти, значит, из этого замкнутого круга без политической воли. Если такая воля будет у наших народов, и мы поймем, что в том мире, который формируется, надо быть вместе, России, Беларуси и Украине, как носителями единого цивилизационного кода, то нас поодиночке могут и дальше истощить. Я не исключаю это. Поэтому вот что сейчас происходит на геополитическом уровне. В преддверии светлого праздника Крещения я желаю вам, Александр, вашей семье, всем нашим зрителям, слушателям, которые всегда не ленятся лайкать, писать, поддерживать наши трансляции. Желаю всего самого доброго, самого светлого и самого чистого. Берегите себя. Да, раз в крещенский вечерок девушки гадали. Сапожок бросали. Ну, главное, что орешник не полетел, потому что всех переполошили прям в мониторинге, что будет орешник бить вот прошлой ночью, да. Опасность, Зеленский. Обычно вот 2 раза он объявлял, что будет какой-то комбинированный удар, и они случались, а сейчас вот не случались. Поэтому тут как бы такое как бы крещение все-таки давайте, чтобы
Можно было спокойно там на суженого погадать, можно было спокойно, скажем так, искупнуться в проруби, можно было, ну, вот зарядить эту воду в 12 ночи целебными свойствами, загадать самое заветное желание. Ну и, конечно, вот все-таки мир, да, чтобы он приблизился. Он приблизился, потому что мы видим, что это возможно. Вот это возможно. А если это возможно, значит, нужна, как вы правильно выразились, политическая воля. Спасибо всем большое, что посмотрели это видео. Всем добра и света. Увидимся.